Всем привет! Фредерик Шопен – автор многочисленных произведений для фортепиано, крупнейший представитель польского музыкального искусства. Он по-новому истолковал многие жанры, возродил прелюдию на романтической основе, создал фортепианную балладу, апоэтизировал танцы, полонез, вальс, мазурку, превратил скерцо в самостоятельное произведение. Композитор написал 26 прелюдий, 24 из которых организованы в единый цикл. Хронологию создания этих пьес установить очень трудно, поскольку работа над ними постоянно приостанавливалась из-за событий в его личной жизни. Так композитор долго не мог вернуться к написанию музыки после расставания с Марией Вадзинской в 1837 году. А после заняться сочинительством было трудно из-за обострившейся болезни. Во многих источниках утверждается, что 24 прелюдии опус 28 были написаны в период с 1836 по 1839 годы. Но не все историки с этим согласны. В некоторых биографических изданиях есть сведения, что некоторые прелюдии были созданы раньше, в 1831 году, когда Шопен получил трагическую весть о восстании в Польше против русского самодержавия в 1830 году и его подавлении русскими войсками, а также взятии Варшавы в 1831 году. В то время в своем дневнике об этом он писал в очень эмоциональном духе, желая мести Российской империи. В 1838 году Шопен знакомится с известной французской писательницей Жорж Санд, Авророй Дюдиван. Ее личность и ее круг знакомых, творческих людей Парижа, и мир их идей вызвал большой интеллектуальный и духовный рост Шопена. И лучшие произведения Шопена были созданы как раз во времена его отношений с Жорж Санд. Свыше 100 лет отделяют прелюдии Шопена от хорошо темперированного клавира Баха. Но именно баховские сборники оказались исходными для шопеновского цикла. 24 прелюдии Шопена, так же как и прелюдии и фуги Баха, охватывают весь круг мажорных и минорных тональностей. Но в противоположность ХТК Шопен располагает свои прелюдии не в хроматической последовательности, а по квинтовому кругу, начиная с до мажора, как у Баха, и параллельного минора, и, пройдя через круг диезных тональностей, переходит затем к бемольным. Цикл прелюдий Шопена стал настоящей энциклопедией романтизма, вобравшей все типичные для этого направления образы, жанры, интонации и принципы формообразования. Прелюдии опус 28 – это именно цикл с единой концепцией. Стержнем здесь является контраст мажора и параллельного минора в каждой соседней паре прелюдий. Прелюдию ми минор Артур Рубинштейн считал одним из самых трагических произведений в мировой музыке. Глубокая печаль слышна в ее мелодии с повторяющимся малосекундовым вздохом. Окраска аккордов постоянно меняется, и это создает ощущение внутренней напряженности. На таком фоне звучит мелодия, поначалу скорбная и скованная. Она как бы с трудом пытается высказать что-то заветное. В кульминациях же мелодия будто бы вырывается, разливаясь широким потоком. Прелюдия рождает воспоминания о чем-то прекрасном, что было в жизни, но навсегда ушло. Дал ли Шопен название каждой прелюдии? Нет, но это сделала Жорж Санд. Однако ноты конкретных произведений с написанными ею от руки названиями исчезли. Те, что нам известны, либо основываются на воспоминаниях Соланж, дочери Жорж Санд, либо были названы гораздо позднее исследователями творчества Шопена. Так, выдающийся исследователь Шопена Мечислав Томашевский считает, что Шопену не хотелось давать прелюдиям названия, поскольку названия могли быть слишком дословными или могли ввести слушателей в заблуждение относительно того, что вдохновляло композитора на их написание. Как вспоминала Соланж, прелюдию ми минор ее мать назвала «Не слезы ли это,
вылившиеся из глубины сырого монастыря. Название пьесам дали и известные пианисты, опираясь на свои личные впечатления. Это Альфред Корто, Ганс фон Бюлов и Мария Юдина. Программные ассоциации Бюлова были высоко оценены учениками Шопена. Они согласились с таким видением шопеновских прелюдий и подтвердили, что именно эти чувства и образы хотел передать композитор в своих творениях. Так Ганс фон Бюлов назвал эту прелюдию «Удушье», а Альфред Корто дал прелюдии название «Над могилой», а также дал программу, что в конце, цитирую, «вслед за коротким и зловещим молчанием 3 медленных глухих аккорда, кажется, отмечают вечность у порога открытой могилы». Мария Юдина также дала название этой прелюдии, а именно «У могилы». Прелюдия ми минор была исполнена на похоронах композитора. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!